Вы наверняка знакомы с конспирологической версией, гласящей, что у власти в США находятся сейчас подставные фигуры, а власть на самом деле давно принадлежит военным. Это, конечно, сказка, в которую хочется верить. Но есть несколько маркеров, которые заставляют серьезно задуматься над тем, что сказка может оказаться не такой уж и сказкой. Или точнее, как гласит русская мудрость, сказка ложь, да в ней намек. Итак, вот несколько странных фактов из мировой практики. Первый и главный – оправдание, пусть и с небольшим перевесом, президента США Дональда Трампа от бредового обвинения в организации беспорядков в Капитолии. Одновременно, пусть и неторопливо, Трамп выигрывает суды по фальсификации выборов в США. СМИ молчат об этом, но он выиграл 2/3 дел, дошедших до суда. Далее. После разговора Путина и Байдена договор СНВ-3 был продлен абсолютно без изменений, хотя Байден и после этого грозил России на словах всяческими карами. Но не в лицо Путину, кстати. В том числе и санкциями против Северного потока-2. Причем, невзирая на его риторику, строительство трубопровода ни с того ни с сего возобновилось и идет полным ходом. Осталось дотянуть 148 из 2460 километров. Пациент Навальный внезапно возвращается в Россию и задерживается прямо в аэропорту. Кстати, по результатам опроса на нашем канале, 17% аналитиков считают его двойным агентом, а 62% западным. В любом случае, его арест или вывод из двойной игры означает, что Россия не опасается больше проигрышей на информационном поле. Министр обороны России Сергей Шойгу 21 января 2021 года посетил Мьянму с официальным визитом и встретился с главнокомандующим вооруженных сил старшим генералом Мин Аун Хлайном, который сейчас фактически руководит страной. И буквально через несколько дней в Мьянме происходит переворот, который по сути является репетицией успешного противодействия фейковым выборам в любой стране мира. Правоохранительные органы Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию синтетических наркотиков. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 2 подпольные лаборатории, где производились наркотики для дальнейшей торговли как на территории Испании, так и за рубежом. Похоже, крыша у наркодельцов уже не такая крепкая, как раньше. По всему миру происходят отключения электроэнергии или интернет. Не миновала чаша сия и США, в том числе Вашингтон. Могут ли это быть спецоперация? Все возможно? Киеву отказали в очередном кредите МВФ. Украину явно списали со счетов и как средство давления на Россию, и, что удивительно, как объект захвата территории. Впрочем, если, как идет последнее время риторика, Донбасс присоединится к России, наверняка за ним подтянется и вся или почти вся Украина. Кто-то, похоже, дал понять, что Украина – часть русского мира и таковой останется. Евросоюз готов прививаться спутником ВИ. Российские вакцины, особенно спутник ВИ, завоевывают авторитет и уважение во всем мире, несмотря на визги русофобски настроенных политиканов и СМИ. При этом раздутая фейковая пиар-компания на основе реальной пандемии коронавируса обернулась против своих создателей. Хваленые западные вакцины работают хуже, их катастрофически не хватает, да еще и побочных эффектов у них не счесть. Этот список можно продолжать, и любой человек с аналитическим складом ума, а таких 13% среди мужчин и 28% среди женщин, может сам его продолжить. Ну что ж, сделаем сказку былью.